Приветствую вас на канале Verska Life. В этом видео мы реализуем полноценное приложение для генерации паролей, которое поможет вам защитить свои данные в интернете. Научимся кастомизировать чекбоксы и ползунки. Реализуем функционал копирования пароля в буфер обмена. И сгенерируем случайный пароль указанной длины из выбранного набора символов. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новое полезное видео. Ну а мы начинаем. Итак, для начала подключим наши иконки. Для этого в строке поиска я прописал CDN also и перешел на библиотеку Font Awesome. После чего нажал на кнопку скопировать URL, добавил в конец head link и скопировал нашу ссылку. Теперь создадим HTML структуру нашего генератора паролей. Добавим заголовок h1, внутри него будет span с классом strong, надежный, генератор паролей. Под заголовком добавим абзац, создай пароль, который никто не сможет взломать. Теперь перейдем к полю пароля. Создадим div с классом password display. Внутри него у нас будет input. ID password. Только для чтения. И зададим сразу значение, например, пусть будет такое. Возле инпута расположим наши кнопки. Button type button. Copy btn. И укажем нашу иконку. Скопируем. И немного изменим класс. Arrows rotate. Отлично. Теперь перейдем к чекбоксам. Options. Внутри чекбоксов у нас будут лейблы. Внутри каждого из которых будет input с типом checkbox. ID у каждого будет свое. Для начала добавим lowercase.
checked выбранное будет сразу. Добавим пустой span и span с названием. Далее, для заглавных букв uppercase, для цифр добавим чекбокс numbers и для символов допустим, пусть будут такие. И все, что нам остается, это добавить div с классом для нашего ползунка password length. Внутри него мы будем указывать длину пароля. И значение будет в отдельном спане. Зададим оболочку для нашего ползунка. Внутри нее расположим две кнопки. Button, type button, ID decrease, кнопка минуса, модификатором минус. И кнопка плюс. Изменим ID и модификатор. Между кнопок расположим наш ползунок input с типом range и ID length slider. Минимальное значение будет равно 4, максимальное 32. По умолчанию зададим 4. Супер. Структура готова. Теперь можем перейти к стилям. В стилях для начала обнулим ненужные отступы, как внутренние, так и внешние. Дадим box size border box. Для body зададим шрифт Arial без засечек. Укажем фон. Сделаем флекс контейнером и расположим все элементы внутри по центру, как вертикально, так и горизонтально, на всю высоту экрана. Для генератора паролей зададим фон белый, закруглим на 12 пикселей, добавим тени. Внутренних отступов сверху, снизу 20 пикселей, слева, справа 30 пикселей. Максимальная ширина
440. И все элементы внутри будут по центру. Кнопки. Сделаем также флекс контейнером и добавим отступ между ними 10 пикселей. Для каждой из кнопок уберем фон, заданный по умолчанию, уберем границы и добавим курсор pointer, указатель. Зададим размер для иконок внутри кнопок с помощью font size. Пусть будет 18 пикселей. Для H1 заголовка укажем размер шрифта 24 пикселя. Отступ вниз 10 пикселей. Для нашего спана внутри заголовка укажем немного другой цвет. И зададим жирность. Bold. Далее для параграфа зададим размер шрифта в 14 пикселей. Цвет пусть будет такой. И отступ вниз 20 пикселей. Перейдем к полю пароля. Password Display. У нас будет также флекс контейнером. Все элементы расположим по центру вертикали. Добавим отступ между ними. Граница будет такого цвета. Немного закруглим. Буквально на 8 пикселей. Внутренний отступ. И внешний отступ вниз 20 пикселей. Для инпута уберем границу, уберем обводку, размер шрифта 18 пикселей, сделаем жирным. Укажем цвет и на всю ширину родителя. Для наших чекбоксов Options их также сделаем флекс контейнером. Добавим отступ 15 пикселей и флекс wrap на случай, если добавится еще. Отступ вниз 25 пикселей. Options Label. Будет также флекс контейнером. По центру вертикали и отступ 8 пикселей между чекбоксом и текстом. Курсор pointer указатель сделаем при наведении. Шрифт 16 пикселей. Font weight 500. Немного жирности добавим. Цвет User Select None. Отключим возможность выделять. Добавим немного плавности. И для каждого
чекбокса input type checkbox изначально скроем input display none, чтобы убрать стандартный чекбокс. Сейчас мы их не видим. Теперь обратимся к span. Сделаем inline блок. Ширина 24 пикселя, высота также 24. Граница 2 пикселя. Немного закруглим на 4 пикселя. Сделаем белый фон. Position Relative. И добавим плавности. Для фона. Для Border Color. И для Transform. Отлично. Теперь для наших чекбоксов когда они будут выбраны, мы будем изменять фон. И цвет рамки. Добавим галочку еще. Для этого создадим псевдоэлемент before. Я уже заранее подготовил галочку. Можно найти ее в символах, в обычных. Но немного нужно ее видоизменить. Absolute left 50%. Расположим по центру. Делаем белого цвета. И размер шрифта 16 пикселей. Line height 1. Отлично. Добавим немного эффекта наведения. Hover. Чуть-чуть увеличим. И добавим немного другой бордер. Добавим обводку для доступности еще небольшую. Focus Visible.
И перейдем к ползунку. Password length. Расположим все элементы слева. Отступ вниз 20 пикселей. Для спана добавим размер шрифта 14 пикселей. Для нашей оболочки зададим Display Flex. Расположим по центру и добавим отступ вверх 10 пикселей. Для каждой кнопки мы зададим ширину 30 пикселей, высоту 30. Берем border, закруглим, фон укажем, цвет белый, шрифт 18 пикселей, курсор pointer, также Display Flex, все элементы внутри него по центру. Добавим плавности для фона. Теперь обратимся к нашему ползунку. Input Type Range. Позволим ему расшириться. Добавим внешние отступы слева 10 пикселей. Высоту укажем 6 пикселей. И укажем фон. В фоне добавим переменную прогресс. Мы будем управлять ей с помощью JavaScript. Закруглим на 5 пикселей и уберем обводку. Для самого ползунка WebKit слайдер добавим кросс-браузерности немножко, добавим ширины 14 пикселей, высота 14, фон и закруглим на 50%. И все, что нам остается, это добавить стили для кнопок минус и плюс, немного их отцентровать. Padding bottom на 5 пикселей. Для плюс padding top.
Добавим немного еще хавра на кнопки. Слайдер. Wrapper button. Так, проверяем. Отлично. Все выглядит как и нужно. Единственное, за ползунком у нас будет синяя линия, но мы это исправим в JavaScript. Что ж, давайте перейдем в Script.js. В Script.js объявим переменные. Для поля пароля для кнопки копирования для кнопки генерации пароля укажем с помощью query selector и обратимся по классу. Для длины нашего ползунка length слайдер для значения длины length value и для двух кнопок минус и плюс. Далее создадим объект options, в котором будут свои объекты. Внутри которых будут ключи checkbox и chars. Checkbox будет указывать на соответствующий checkbox lowercase, к примеру. Chars у нас будет строка с символами, которые будут использоваться для генерации пароля. Я их заранее приготовил, для того, чтобы ускорить процесс для строчных букв. Скопирую. Далее то же самое сделаем для заглавных букв. Копирую наши буквы. Для цифр и для символов. После этого
Создадим функцию обновления значения длины и линии за ползунком. Назовем ее update length and slider. Внутри нее будем вводить значение длины ползунка в элемент length value. Текст content slider value. После этого будем вычислять процентное заполнение слайдера переменной прогресс относительно минимальной и максимальных значений. От значения ползунка будем отнимать минимальное значение и делить на разницу максимального и минимального значения. И все это умножим на 100, чтобы получить процентное соотношение. После этого обновим нашу переменную прогресс, которую мы указывали в CSS. Length slider style. С помощью метода setProperty добавим наше значение progress. В процентах. Добавим слушатель событий на наш ползунок length slider. Input. Будем вызывать нашу функцию. Видим, что изменяется значение длины пароля 4 до 32 и цвет за ползунком синий, как и задумывалось изначально. Супер, давайте перейдем далее. Теперь реализуем наши кнопки плюс и минус. Для этого добавим их в массив и пройдемся с помощью метода forEach. Возьмем параметры btn и индекс. Для каждой кнопки повесим событие клика. И по нажатию кнопки мы будем преобразовывать текущее значение слайдера. Length slider value. Будем изменять от 4 до 32.
и преобразовывать наше значение слайдера из строки в число с помощью плюса length slider value в скобках будем проверять индекс умножим на 2 и отнимем единицу. Индекс наших кнопок равен 0 и 1. То есть, если кнопка минусовая, 0 на 2, 0, минус 1, минус 1. Будет уменьшаться значение нашего ползунка. Ну и также самое 1 умножить на 2, 2, 2 минус 1, 1. Будет увеличиваться значение. После этого обновим нашу функцию. Что ж, давайте проверим. Видим, что значение изменяется. Значит, все работает верно. Теперь реализуем функционал копирования пароля в буфер обмена. Для этого обратимся к нашей кнопке CopyBTN и повесим слушатель событий клик. По клику будет вызываться функция, и в этой функции мы будем проверять, есть ли значение пароля в поле. Есть нам что копировать, собственно говоря. Value. Если есть, то будем обращаться к буферу обмена браузера. С помощью метода writeText записывать переданный текст в буфер обмена. И показывать сообщением, что все отлично, пароль скопирован. Проверим. Так. CopyBTN. Угу. Видим ошибку. В индекс HTML нужно указать ID. CopyBTN. По идее, все должно работать. Видим, что пароль скопирован, надпись отобразилась. Проверяем, вставляем наш пароль. Прекрасно. Теперь перейдем, наверное, к самому интересному – генерации нашего случайного пароля. Для этого на кнопку Generate BTN повесим слушатель событий и по клику будем вызывать функцию, которой мы будем сразу считывать длину пароля, переменную length,
и преобразовывать строковое значение в целое число, но в десятичной системе. Для этого пишем parseInt length slider и через запятую запишем 10. После этого начнем формирование набора символов для генерации. Для этого создадим переменную selectedChars. Внутри которой мы получим массив значений объекта Options. И будем работать с этим объектом. Для начала с помощью метода filter оставим только те элементы, у которых чекбокс равен true, то есть которые мы выбрали. Checked. Checked. После этого преобразуем массив объектов в массив строк с помощью метода map. И объединим массив в одну строку с помощью метода join. Добавим небольшую проверку. Например, если у нас не выбрано ни одного чекбокса, будем выводить сообщение. Выберите хотя бы один вариант набора символов. И очистим наше поле. Прервем генерацию пароля с помощью return. И все, что нам остается, это сгенерировать наш пароль. Для этого сначала создадим массив из length элементов. И вызовем анонимную стрелочную функцию. В этой функции мы будем генерировать случайное число от 0 до длины строки selectedChars. Mass random и округлять число вниз, чтобы получить индекс символа. Так, еще раз перепроверю.
Угу. Лишняя скобка. И после этого объединяем с помощью метода join в одну строку. И в самом конце инициализируем нашу функцию. Для того, чтобы при загрузке нашего проекта мы сразу могли взаимодействовать с генератором паролей. Проверяем. Видим, что пароль генерируется рандомно. Сейчас у нас выбраны все чекбоксы. Давайте попробуем выбрать только, к примеру, заглавные буквы. Супер. Увеличим длину. Все работает. Выберем обычные. Выберем цифры. Видим, 7 появилось, да, все работает. И обычные символы. Должны также появиться сейчас. Давайте, может быть, уберем вот эти чекбоксы. Да, немного в спешке я добавил в символы цифры, но сейчас мы можем это исправить и проверить снова. Видим только символы, только цифры, заглавные и строчные буквы. Все вместе. Отлично работает. Разных размеров пароль. Можем скопировать. И также давайте уберем сразу же все чекбоксы. Попробуем сгенерировать без них. Видим сообщение. Нам нужно выбрать хотя бы один чекбокс. И скопировать мы, соответственно, тоже не можем. Пустой пароль. Вот и все, друзья. Мы справились с вами с заданием. Генератор паролей готов. Можно сказать, полноценное приложение. Также на моем бусте вы сможете найти доступы к исходникам, дополнительным материалам и эксклюзивным урокам. Ссылку оставлю в описании. Ну и, конечно же, ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. В комментариях можете написать, что бы вы хотели увидеть в будущем. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи в следующих видео.